Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым текстом. Турок в Москве. Поехали! В Москву я переехал из Стамбула. Был февраль 2005 года. На улице ужасный мороз, ниже 30 градусов. По-моему, с тех пор я никогда не чувствовал такого холода. Это была самая холодная зима за всю мою жизнь. Обжиться в новом городе мне было легко. Я всегда много путешествовал. У меня быстро появилось много друзей среди экспатов. Правда, в кризис 2008-2009 годов они уехали. Я и сам, когда переехал, думал, что это на пару-тройку лет, но уже 15 лет живу в Москве. Моя первая работа и первое, что я увидел в городе, было строительство Москва-Сити. Тогда там был пустырь и одно небольшое здание. Полгода я жил в районе улицы 1905 года. Потом переехал на Кутузовский проспект, в дом на берегу с отличным видом. Там я прожил несколько лет. По сути, это был первый район, с которым я познакомился. Бродил по проспекту, набережной Тараса Шевченко. Я очень люблю гулять по городу, рассматривать архитектуру и людей. Поэтому для меня важно жить в центре. Конечно, я всегда хотел дружить с русскими, но вначале у меня были сложности с изучением языка. Все же для дружбы недостаточно немного говорить на языке. Надо уметь шутить и понимать юмор, быть в культурном контексте. За то время, что я живу в Москве, город стал более европейским. Мне очень нравится, что здесь много музеев и театров. Особенно я люблю современный балет. Люди в Москве внимательны к внешности. А это ведь не только мода, это уважение к другим людям. Этим москвичи похожи на парижан. О Стамбуле я такого сказать не могу. Стамбул – город-космополит, а Москва – аристократ. Мне нравится, что в Москве больше порядка. Поэтому в Стамбул я летаю на несколько дней гулять, тусоваться, но с радостью возвращаюсь обратно. Если говорить о бытовых отличиях, то стамбульцы больше времени проводят в квартирах. Да и сами квартиры там больше. 3-4 спальни – это норма. Например, я вырос в квартире, в которой были 3 спальни. Кухня, комната, в которой мы с семьей смотрели телевизор, и гостиная. Она всегда была закрыта, и нам, детям, запрещалось туда ходить. Эту комнату содержали в порядке к приходу гостей. Для стамбульцев норма ходить в гости 2-3 раза в неделю, ужинать и общаться с друзьями. В Москве люди чаще живут одни и встречаются в ресторанах. Дома у меня большая библиотека. 90% книг, которые я читаю, на турецком или английском и в электронном варианте.
Но мне нравится покупать книги на русском. Так я чувствую, что я живу в этой культуре и этом городе. Я легко ассимилировался. Это мой город. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. До встречи в следующих видео. Удачи и пока!